Приветствую всех зрителей нашего канала и клиентов нашего магазина. Сегодня я расскажу вам о кубачинских серебряных стаканах. Расскажу, какие они бывают, чем отличаются друг от друга. Ну, мы начинаем. Друзья, перед вами тот небольшой набор серебряных стаканов, на примере которых я вам расскажу, какие они бывают, чем отличаются друг от друга. Значит, в основном стаканы, как и любая посуда, не серебряная. Предназначение такое же. Вода, соки, молоко, любые напитки. Единственное, конечно, отличие серебряной посуды от всей остальной в связи с высокой теплопроводностью серебра. Серебряная посуда очень быстро нагревается. Если налить, например, сюда горячий чай, то будет очень сложно держаться за этот стакан, потому что теплопроводность настолько высока, что он будет очень горячий. Поэтому не всегда бывает комфортно пить горячие напитки из серебряной посуды. Хотя есть у нас и чайные пары, чашки с блюдцами. То есть по самому названию они предназначены для чая. Но тем не менее, все равно посуда становится очень горячей. Если налить в серебряную посуду горячую жидкость, посуда очень сильно нагревается. Ну, рассмотрим пока вот стаканы с другой точки зрения. Если их использовать, например, для воды. Все мы знаем, что ионизированная вода, обычная вода, налитая в серебряную посуду, в том числе в такой стакан, через 2,5-3 часа становится полностью ионизированная. Убиваются более 600 видов бактерий, микробов. Вот. Так называемая живая вода. Поэтому вот перед нами, например, самый распространенный стакан, классической формы, объемом 330 миллилитров. Ну, в среднем обычно стаканы, они где-то вот от 250 до 350 миллилитров. Вот этот 330 миллилитров объемом, значит, оформлен в виде вот такого растительного орнамента, классический кубачинский узор. Такой растительный орнамент с элементами горячей черни. То есть вот это вот чернение, как мы уже рассказывали, это горячая чернь, порошок, который засыпается вот в борозды, который мастер гравирует. При температуре 800 градусов он растекается, заполняет все вот эти вот борозды. Получается такой вот рисуночек черненый, на контрасте которого вот на фоне белого с черным получается такой вот контрастируемый рисунок. Вот такая вот работа. Такой вот стакан. Снизу это все вот так шлифуется. И, значит, форма, в связи с тем, что вот эта форма очень популярная и объем, то под эту форму делают уже вот такие вот разные рисунки, украшают мастера. Здесь мы видим крупные чешуйки, похожие на рыбью чешую, с гравировкой изнутри. Форма абсолютно такая же вот у стакана, объем примерно такой же, 300-330 миллилитров. Он подходит для напитков, для воды, для соков. Вот есть точно такая же форма, опять-таки, но рисуночек другой. То есть на вкус и цвет, как говорится, кому-то вот понравится вот такая обработка. Мелкая чешуйка в виде ромбиков. Изнутри все очень мелко гравировано. Такой вот стаканчик. Тоже 300 миллилитров. Если кому-то, может быть, по бюджету не подходит слишком большой, потому что от веса изделий серебро, как и золото, цена исчисляется из расчета стоимости за 1 грамм. Поэтому чем больше, чем тяжелее изделие, соответственно, оно и дороже. Ну и по бюджету, может быть и по объему кому-то, но не нужен ему 330. Вот есть на 250 миллилитров стакан. Вот такая вот у него идет обработка. Такой вот рисунок. Очень красивый, мелкий очень орнамент. Стакан такой же по форме, единственное, он меньше по объему.
Ну, может быть, устраивает кого-то на 250 миллилитров. Есть еще поменьше, есть на 200. Такие вот маленькие бочонки. Тоже вот так вот интересно гравированы. С чернением. Есть без чернения. Вот, видите, такой вот стакан без чернения. Рисунок может показаться кому-то, что сливается. Но очень многим нравится именно без чернения. Такой вот рисунок. Есть, например, вот такие в виде волн. Такие стаканы. Он и изнутри выходит вот этот вот узор. Такой волновой. И снаружи очень красиво смотрится. Такой стаканчик. Тоже на 250 миллилитров. Есть такая чеканка. Тоже здесь идет чернение. Очень оригинальный рисунок. Оригинально очень исполнено. Изнутри опять-таки все очень красиво смотрится. Тоже на 250 миллилитров. Вот на каждом у нас изделии серебряном, вот видите, два клейма. Вот сверху немножко здесь прямо они, вот сейчас видно два клейма. Это проба пробирной палаты, и второй это именник изготовителя. На каждом изделии должно быть два клейма. Именник изготовителя это дается он каждому, такое клеймо, которое дается каждому изготовителю пробирной палаты и сроком на 1 год. И в дальнейшем уже либо продлевается, либо нет. Поэтому два клейма обязательно на всех наших изделиях. Вот такой стаканчик. Алмазная гравировка. Очень мелкая работа. Он прям весь горит на свету. Прям сверкает, как вот этот. Очень красивый стакан. Опять-таки изнутри весь он вот так вот проецируется внутрь. В общем, вот такой вот обзор сегодня мы провели по стаканам. Сейчас покажу вам еще один оригинальный стаканчик. Вот, полностью гладкий. Абсолютно гладкий. Но внизу вот такой идет у него узор в виде такой лозы, извивающий всю нижнюю часть, опоясывающей лоза. Вот такой стакан, тоже очень оригинальный. То есть кому-то, может быть, понравится такой. Такой краткий обзор, экскурс в мир кубачинских серебряных стаканов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующий обзор будет тоже очень интересным. До встречи.